А надо начало вообще в этом видео? Ребят, все обсуждают альбом Канье Уэста. Выход его, который длится уже 3 месяца, зачем-то. Меня зовут Таня Старикова, я делала всегда разборы клипов. Но я умываю руки, потому что появился Даня Трабун, который сделал, чтобы вы понимали, инфографику по выходу альбома Канье Уэста. Ты вот так вот анализируешь инфу, и Канье попался тебе под руку. Виртуальную это я не делал, это ты сделал. Это я распечатала, да, тут задрот нашел на задрота, коса на камень. Поэтому мне кажется, что сегодня мы разберем вообще все, что Канье Уэст вложил в эту презентацию, в этот альбом, и то, чего он не вложил, мы явно тоже сегодня докопаемся до туда, чтобы сэкономить ваше время и рассказать, почему так интересно это все анализировать, почему сейчас за этим весь мир следит. Давай прям с первого сразу начнем, почему это интересно и какое это имеет отношение вообще к нашей обычной жизни. Давай я начну с того, что почему вообще это интересно. Давай. Потому что обычно мы просто видим выход какого-то альбома. Музыкант записывает треки, выпускает альбом, мы слушаем клипы, бла-бла-бла. Тут у нас есть такой артист, он понимает, что если он просто выпустит альбом, то это будет быстро очень. Ну, на денек. Закончится, да. Ну, там действительно, какой там препиар, ну, там неделя. Потом выйдет, знаешь, как если бы он без всей этой подготовки бы сделал, он выпустил бы альбом Донда, а потом через неделю Certified Lover Boy выпуск выходит Дрейка, и все такие, о, а теперь Дрейк, а теперь мы про Дрейка. Да, прикинь, вот. А что бедный Дрейк сейчас вообще должен делать, несчастный, для того, чтобы ТикТоки должен записывать. Я, между прочим, вчера пока читала, кто про него пишет, нашла такую цитату, что каждый альбом Канье — это слепок очередного этапа развития медиа и технологий. Райан Бродрик это сформулировал. Потому что каждый его альбом реально очень сильно потом индустрию менял. И музыкально, и вообще, что типа он выпустил 808 Heartbreak, и потом появился вот этот автотюн. Кстати, это был провал. Да, но тогда да. Милый рэп про страдания, и теперь у нас есть Weeknd, Дрейк, которые все это... Childish Gambino, Kid Cudi, короче, да, все рэперы нытики. Это... Да, потом там был Изус, который был очень такой жесткий, и появился после этого уже и Трэвис Скотт, и все это тоже стало мейнстримом. Ну, то есть Канье реально рулит как бы музыку очень, поэтому важно анализировать его музло. Но вопрос, будет ли Донда альбомом музыкально, который что-то изменит? Слушай, у меня здесь такое мнение. В смысле музыкально он очень давно хотел сделать идеальный госпел-альбом. На самом деле мы это не очень можем понять отсюда, потому что для нас госпел это что-то, ну, типа госпел. Да. Он собирался сделать идеальный госпел-альбом, он сделал The Life of Pablo. Да. И говорил, что это будет идеальный госпел-альбом. Потом он выпустил Yi, и все говорили, о, наверное, это идеальный госпел-альбом. Потом он выпустил Jesus is King, который был абсолютно... Вот уж это-то точно идеальный госпел-альбом. Но он был слишком госпел-альбом, потому что он был в чартах только госпел-альбомов. Ну, по факту. Ну вот, а сейчас как бы это такой прям опус магнум. Так, там... погоди, стоп, сейчас, что? Что за опус магнум? Все видео будет под эгидой стоп, да, чё? Ну, я имею в виду, что большой альбом. Ага. Ну, типа 27 песен. На самом деле, имею в виду, что это некая великая большая картина. Ну, знаешь, как бы такая большое заявление. Ну, ты не переоценивай мой интеллект просто. Это, знаешь, тот самый момент, когда ты такая, типа, что такое опус магнум? Я такой, я не знаю, я просто сказал. Основной, собственно, вопрос сейчас у всех, нафига так долго? Каждый раз все такие, ну сейчас ты уже выпустишь. И мне кажется, в этом, собственно, и был изначально как будто ход сделать это так долго. Он не первый раз так делает. Первый раз он так сделал, когда был как раз The Life of Pablo. Что было круто? Он начал выкладывать в Twitter трек-листы и все время их менять. Ну, не все время, там несколько раз. И мне кажется, что это дает... Да, то есть он выпустил альбом, и уже после того, как альбом появился... Не, еще до. Сначала он просто показывал трек-лист, потом он выпустил альбом, потом он еще после выхода альбома менял самими песни. На платформах, да. Вот. И люди раздражаются, но люди становятся... Ну, по сути, ты ощущаешь себя немножко Канье, когда ты... Ну, ощущаешь себя немножко художником, когда ты вместе с ним вот это вот проживаешь. По сути, этот нервяк дает тебе ощущение важности дела. Ну да. Вот, и тут то же самое, как бы самое забавное, мне кажется, что мы все, ну, на самом деле, я не говорю про других, я сам тоже этому подвержен, такой, блин, ну, тупо сделал эту вот презентацию, первую плохо сделал. А потом вторую такой, ну, а зачем вторую? Ну, реально, блин. Или, знаешь, там, типа, он сейчас придумал вторую делать. Ну, типа, как будто бы мы сами не понимаем, как на самом деле сложно сделать
3 презентации на 3 стадионах, позвав Демну Гвасалию. Ну, это очень занятые люди, очень занятые, ну, там, расписание стадионов заранее всегда описано. Короче, невозможно ситуативно сделать 3 презентации подряд с таким продакшеном и с таким количеством очень крутых профессионалов, которые тебе помогут. Короче, мы уже зафиксировали то, что это все не случайно, что все этим что-то имел в виду. И, собственно, подходим к тому, что хочется понять, что же конкретно он там имел в виду. Второй блок у нас, ребята, у нас есть заметка, в которой у нас есть план. Мы тоже тут, знаете ли, Ну, с планом. не пальцем деланы. Альбом называется «Донда». Почему? Маму звали так. И на самом деле мама супер важная личность в жизни Канье Уэста, потому что она его всячески поддерживала. Thank you for being just an outstanding son. Wow. You really are pretty cool. The best, as a matter of fact. Oh, word. Yep. You the best, Bob? Вообще она профессор литературы, и она сделала его тем, кто он есть, таким образованным чуваком, который, ну, рэп бывает разным, и очевидно, что то, что делает Канье Уэст, это как бы довольно такая глубокая интеллектуальная штука. You're such a fucking hoe, I love it. Ну, часто. Она его поддерживала во всем, в том числе, когда он уходил из колледжа. Про это есть альбом «College Dropout». То есть она ему, она сказала, типа, окей. Она была его менеджером. И вообще, если посмотреть на все фотки Канье Уэста с мамой, то он там не улыбается. Вообще, да, это очень мило. Вот, и она его очень любила, все такое, но в 2007 году такая, типа, несчастливая, какая-то случайность, которая, знаешь, бывает после пластической операции, у нее случились осложнения, и она умерла. И для него это было невероятным потрясением. Настолько большим потрясением, что даже если мы не говорим про историю этого альбома и того, что мы сейчас увидели, он постоянно возвращался к этому. То есть на презентации альбома The Life of Pablo он, например, презентовал видеоигру про Донду, где ты играешь за Донду, которая парит в небесах, которая путешествует по небесам. То есть, ну, просто для того, чтобы понимать, The Life of Pablo вышел в 2016 году, то есть через 9 лет после смерти матери. Да, сейчас еще прошло. Да, сейчас еще прошло 5 лет. То есть для него это была супер большая потеря. Он об этом много говорил. Важная, наверное, деталь, что у него есть даже песня «Hey, мама» в 2005 году, которая вышла, где просто это просто, знаешь, типа такая милая песня. You could profit with, but still supported me when I did the opposite. Now I feel like it's things I gotta get, things I gotta do, just to prove to you, you was getting through. Can I cry, please? Give me a verse, so you are so beautiful to me. Вот, но он безусловно, ее супер сильно любил. Если посмотреть на все, если посмотреть на презентации, это совершенно точно про нее. Но если послушать альбом, то это вообще про темнокожее комьюнити. То есть там есть Донда, она все время появляется, там есть ее голос, там есть очень крутая строчка, хочу ее прочитать. Давай. А ты можешь на стульчик встать? Жесть. Обожаю этого чувака. Просто листает строчку. Таня Старикова сейчас смеется надо мной. Смотреть без регистрации СМС. Например, Донда говорит. Донда цитирует Гвендолин Брукс. Гвендолин Брукс — это великая поэтесса, которая получила Пулитцеровскую премию. Темнокожая тоже. Если вы не видите дня, говорит она, то знайте, что ночь будет не всегда. It cannot always be night. Донда Уэст была не только профессором литературы, но еще и активисткой и вообще такой мощной, сильной женщиной, которая, правда, много про это говорила. Отец Канье был одним из участников «Черных пантер». «Черные пантеры». Ну, «Черные пантеры» — это типа леворадикальное движение в 60-е и 70-е годы, которое выступало за права темнокожих. Вот. Довольно радикально. Но это не типа криминальная какая-то штука, это типа умные люди, которые хотели там что-то добиться. В этом проблема. Мы не можем себе это до конца понять, но она и криминальная, и умные люди. Ага, То есть часть криминальная, часть умные люди. Методы разные, цель одна. Да, ну просто потому что представь себе, что у тебя совсем недавно... Ну, во-первых, представь себе США, в которой... тогда же еще. В США у людей есть оружие для начала.
Поэтому довольно просто быть криминальным, если тебе нужно. Правда. Вот. Сегрегация. И, например, история просто «Черных пантер» одна маленькая деталь, что они, их просто останавливали полицейские. Почти как нас. Ну, ладно, нет, в смысле их останавливали полицейские постоянно. Их присутствие в стране было нежелательным? Их присутствие в стране было абсолютно нежелательным, и их даже никуда не вывозили. Просто их постоянно сажали в тюрьму. Как, например, Pussy Riot. На самом деле, это был абсолютно беспредел, когда белые полицейские останавливали чернокожих людей на улице и забирали их просто. Постоянно. Ни за что. Черные пантеры думали, как с этим бороться. Были и радикальные ребята, которые насилием как-то это решали, были и люди, которые придумывали, как с этим быть. Во-первых, они стали всегда носить с собой маленькую конституцию. Типа, Да. Потом у них были свои отряды на улицах, которые, когда видели, что полицейский останавливал темнокожего чувака, сразу ехали за ним в участок и вытаскивали. У них были специальные общаки, из которых они вытаскивали залог. То есть они начали создавать систему, которая позволяла противодействовать полиции. И это было постоянно, бесконечно, и этого было очень много в те годы. И это напряжение сохранилось до сих пор, на самом деле, потому что есть до сих пор Южные Штаты, и до сих пор, вообще не так много времени прошло, так, если по чесноку. Да, очень мало. И, конечно, если говорить про отца Кани, то он был там фотокорреспондентом в «Черных пантер», да. Он бросил семью, если что, и это тоже, конечно, большая травма. Вот. Но такой интеллигентный Кани, то есть он все-таки вырос в этой реальности. Вот. Весь альбом скорее про очень сложную жизнь афроамериканца, на самом деле. Вот про это очень сложно понять отсюда. Но презентации больше, даже ты писал про то, что не совсем о Донде, а о его состоянии из-за утраты мамы. Да, по сути презентации мы проживаем с ним 3 этапа принятия смерти близкого человека. Ребята, воды! Про презентации мы сейчас с тобой будем прям подробно разбирать, потому что они очень насыщенные, и там очень много связей с современным искусством, отсылок, пасхалок ко всему на свете. И ты сказал, что это тоже пошло из детства. Почему это связано с детством? И тут я убегаю за картинами Канье Уэста. Ну ладно. Они где? Они там. Так сходи. Ребята, у нас сегодня, прикиньте, распечатки прям. Мы в 2021 году, мы, конечно, могли бы сделать вот так, и они появятся на экране, но мы лучше сделаем вот так. И давай ты оценишь. Не, на самом деле... Вот, например, смотри. Это Канье Уэст рисовал? Да. Как ты думаешь, сколько это стоит? Это продано уже. Ну да. Нет, эта картинка я тебе я думаю, распечатал ты рублей за 60. Примерно так, да. Типа $100 сейчас. Не, кстати, 15 или 30 тысяч долларов стоила эта картинка. А это давно продавали? Не так давно. Не так давно нашли это. Вот. Но понятно, что все это такие эксперименты. У меня сейчас реально ощущение, что ты показываешь картину своего сына. Вы посмотрите, какой хороший. Вообще, конечно, он так увлеченно рисует. И разное. Он пока еще не выбрал. Он пока еще не выбрал как. Но все очень, очень талантливо. Это она? Слушай, я думаю, это явно она, но Донда ли? Вопрос у меня был сейчас. Но это как минимум она точно. Тут я разобралась. Вот. Мой уровень разбора в визуальном искусстве — это она. Да, на самом деле, Канье как будто воспринимается сразу таким придурковатым чуваком, а вот прикиньте, он изучал в Art Institute Чикаго. Слушай, если посмотреть на его фотки, там, типа, студент первого курса или школьник, то он в таком свитерке, такой улыбающийся, очень-очень, как сказать, мне кажется, как раз интеллигентный нерд, да, абсолютно. То есть вот все образы тех самых рэперов, о которых ты говорил, в том числе там Дональд Гловер и так далее, это же все пошло от него, по сути. То есть, наконец-то, рэперы в свитере, которых били, пока они шли домой, те самые гэнгстers, они такие, да блин, мы можем... Мы тоже можем что-то сделать. И тоже есть какой-то прикол в том, что он проложил эту дорогу, потому что он одним из первых был, когда все были на цепях, а он такой вроде типа... Это довольно странно сейчас воспринимать. Сейчас, рэп — это часть
как бы часть мейнстрима. Да. Но тогда это, там, в 2005 году, это были два разных Гангстер. мира, абсолютно. И это когда... Да. Он современное искусство полюбил, потому что он сам, собственно, этим искусством занимался, и Да. он реально очень насыщал свое творчество все время какими-то отсылками к художникам, там, начиная с Мураками и еще кучу всего. Ну, у него первое такое, очень важная художница, которая ему помогла, это Ванесса Бикрофт, которая, во-первых, на презентациях 808 and Heartbreak была, а потом стала арт-директором его супер музыкального клипа на 30 минут Runaway, где да. он Балерина. встречал девушку Феникса, но девушку Феникса не принимала Земля, и там что-то там. Короче, реально очень много отсылок к художникам. Я помню, что ты делал об этом сторис в Инстаграме Дани. Просто с чего мы вообще сегодня здесь сидим, потому что Даня в какой-то момент просто его херанула эта мысль, он начал в сторис разбирать вообще каждый художественный прием Канье Уэста. Они вот здесь вот появятся отсылки к художникам, именно с которыми работал Канье, чтобы мы сейчас долго про это не говорили. Если хотите, можете пойти почитать. Давай тогда перейдем к тому, что он закладывал конкретно в этих презентациях, о которых сейчас все говорят. Да, есть какая-то теория, которая есть у тебя, как что имел в виду Канье Уэст, но она не единственная. Есть еще много людей, которые тоже пытаются разобрать, что там происходило. Давай сейчас, быстренько подумаем, что гипотетически это все могло значить, и потом разберем это так, как мы это видим. Давай я сначала про структуру. Значит, есть у нас перед выходом альбома 3 презентации. Это не 3 концерта, он там не поет. Это на стадионе некие перформансы, где Канье Уэст просто что-то делает, ходит. Да. И в этот момент на звуке вообще нет альбома. Ну, то есть, типа, там есть альбом, играет альбом. И он каждый раз немножко разный. Угу. То есть тоже важный момент. И это типа 3 презентации, которые транслирует Apple Music и которые можно посмотреть, купив билеты на стадион. Какие есть теории? Их, на самом деле, первое, самое базовое, что Канье Уэст просто подумал о том, что нужно Что-нибудь поделать. Вот. Ну, эту теорию мы отбросим. Ну, она очевидна. Она есть просто, да. Давай мы вообще, знаешь, все теории не будем отбрасывать, они все как бы гипотетически возможны. Пусть вообще, да, пусть эта теория будет, потому что нужно все делать за 20 минут, поверим, что есть такая просто версия. что-то приходило в голову, он такой, просто. почему нет? Вторая теория, более литературная, то, что это на самом деле парафраз, так говорят? Да. Хорошо. Парафраз Данте Инферно. Ой, не Инферно, точнее, Divine Comedy, то есть божественная комедия Данте. Да. И у нас есть 3 стадиона, 3 презентации, ад, чистилище и рай. И если ад — это первая презентация... Блин, я сейчас просто поняла, что я попала в ситуацию в жизни, когда я в разговоре такая говорю, чистилище? Просто типа, мне нравится это. Короче, как выглядит ад в понимании Канье? Это он один на стадионе, он в красном тотал-луке и никого вокруг, то есть он абсолютно один-одинешенек. У него недоделан альбом, потому что то, что играет, это набор каких-то очень недоделанных демок. То, что звучит постоянно, это обвинение самого себя в том, что он бросил семью. То, что... Это типа записанный голос звучит. Да, never abandon your family, говорит Донда. И на самом деле это повторяется, это прям, знаешь, таким дыш-дыш-дыш-дыш. Вот, он встает на колени, он, носится по всему стадиону, ему плохо. И мы можем себе представить, что, возможно, это действительно ад в понимании Канье Уэста. Он повторяет паттерн своей семьи, в которой он родился. В том что, в смысле, отец бросил семью. Он не спас Донду. В смысле, он не спас свою маму. Он, может быть, и не мог, но мы знаем, что люди обвиняют себя часто в этом. Он несчастен. Короче, вот такая вот история. Блин. Да, пока сходится. Ад есть. Значит, дальше у нас... Ад, чек. Значит, дальше что происходит? Вообще, ад внизу, и
если что. Дальше мы поднимаемся, собственно, на Да, нулевой этаж. мы поднимаемся в чистилище. И чистилище в понимании Канье Уэста выглядит, ну, в смысле, на самом деле, вот в этом, как бы, теория немножко ломается, потому что, ну, если посмотреть «Божественную комедию», там довольно точно описано все. Да. И не то чтобы вот прям... Как ты видишь, Да. а типа вот так. Да, ну, хорошо. Допустим, это чистилище. Чистилище выглядит так. Это комната, практически келья, в которой он предан своим мыслям. Он как бы думает о том, что вообще происходит. Он на перепутье, не знаю, то есть он готовится к чему-то, да, то есть это же подготовка, потому что он тренируется там. Короче, как выглядела вторая презентация? Это было довольно странно для всех, потому что следующей новостью после того, как мы на все это посмотрели, было то, что Канье Уэст не хочет уходить со стадиона. Он будет доделывать альбом на стадионе. Опять же... Кажется, что вот так вот решение Да, принято. абсолютно. Он просто пришел Ты такой... уже такси у тебя ждет, ты такой, Нет. нет. Отменил такси, Я выкинул здесь телефон, останусь. да. Я так постоянно делаю. Все, я сегодня здесь остаюсь. Есть комната, в которой начинается прямая трансляция даже в какой-то момент. Это комната, где живет все это время Канье, такой реалити. В этой комнате происходит все. Примерка одежды, до записи альбома, разговоры с массой людей, с которыми он встречается и что-то делает. Мы даже не знаем, что до конца. Ну, там куча друзей, коллабораторов и так далее. Он брил кого-то, что-то. Что? Брил он там кого-то. Да. Ну, то есть там происходит постоянная подготовка. Как бы мы понимаем, что это будет подготовкой, что это подготовка к следующей презентации на этом же стадионе. Выходит новость о том, что Демна Гвасалия становится креативным директором этой презентации и, возможно, последующей. Это мы уже потом узнаем. Но тогда мы еще не знали. Не Тогда знали, мы просто не думали, знали. что первая прошла, и Канье такой, хуйня, переделываем, Да-да-да. будет вторая. И типа вот такой какой-то вайб был. Абсолютно. Вайб был примерно такой. И, ну, тут тоже, конечно, ну, типа, почему две? Ну вот, ну ладно, неважно. И Не сходится тогда в божественную комедию, не складывается. Нет, тогда даже про божественную комедию. Потому что ты знаешь, ты все такие, блин, какая-то хрень происходит. И всё. Да. Что было на самой презентации? Уже была какая-то сценография, то есть уже было много чего. Во-первых, была сама, ну, по сути, сцена. То есть это не сцена, это просто на стадионе. Вот кровать и аксессуары, с которыми Канье все это время жил, они были прям в центре стадиона. Еще огромную роль играла одежда. То есть там был такой огромный пухан Balenciaga, который прям до пола. И была шипастая куртка. Да. Шикарная шипастая куртка, которая Balenciaga. вообще очень крутая. Вот. Он был... Мы с тобой забыли самое главное. Все это время он был в маске. То есть он в каждой из этих презентаций он с маской на голове. Да. Мы про маску потом отдельно тогда поговорим. Короче, он в маске. Мы видим вот из этой кельи все, что было. И этого немного. То есть это лампадка, гантели, одежда, матрас, одеяло. Мгм. Лампадка. Лампадка. Там была лампадка. Да. И Это вот, собственно, с этой сценой, значит, он там отжимался. Отжимался, носился, тоже ходил, что-то злился. А у него уже тоже там был какой-то звукоряд, который его обвиняет? Это был не обвиняющий звукоряд, это был типа идеальный звукоряд уже. То есть все офигели, потому что на первой презентации слышали демки, Да. на второй, вау, все круто. Там еще появилась масса коллабораторов, которых не было в первой версии. То есть там, вау, Moon, песня с Кидом Кади, класс, мы все хотим ее послушать наконец-то на альбоме, когда ты же выпустишь его. Вот. Ну, и казалось, что это финальная презентация, потому что она была очень крутой, в смысле качества музыки, в смысле всего, что происходило там, и в смысле финала, потому что в финале Канье Уэст в бронежилете возносился к небу. Он возносится. Возносится к Донде, И по сути. мы очень рады. Да, надеюсь. А третья презентация? Третья презентация супер безумие. Во-первых, она на другом стадионе. Если эти две презентации были на стадионе в Атланте, что важно, потому что Канье Уэст родился в Атланте, Да. то вторая презентация в Чикаго, где Канье Уэст не родился, но это его родное место. То есть он там прожил свое детство. И там его родной дом. И что сделал Канье Уэст? Он построил реплику родного дома прямо на стадионе в Чикаго. И сделал из него церковь. Поставил крест. Дань, иди сюда. А тебе не кажется, что это один и тот же дом? Зеленые уши.
И там звучал уже доделанный альбом. О, нет, все было не так. Дело в том, что тоже штука о том, как раздражать людей, потому что когда ты видишь... Логику? Да, когда у тебя все хорошо Да. и линейно, ты такой, все нормально. Все классно. Он выпустит, я буду спокоен. Но тут, в третьей версии альбома, а это третья версия многих треков, вдруг София Ротару. София Ротару, реально. Ну, например, Мэрилин Мэнсон и DaBaby в песне «Jail» вместо Jay-Z. Ну, как бы Jay-Z и Kanye West, да, они снова вместе. Мэрилин Мэнсон и DaBaby. Мэрилин Мэнсон обвиняется в сексуальных разных преступлениях, DaBaby обвиняется, в смысле не обвиняется, а он наехал на людей с ВИЧем, он гомофобные высказывания какие-то там говорил и так далее. И, знаешь, извинялся не так, чтобы очень искренне. И потом удалил пост с изменениями. Да-да-да, ну то есть, типа, вот два каких-то, не классных, по мнению общественности, человека, зачем-то он их берет вместо Jay-Z, который, ну, как мы знаем, примерно семьянин, и вообще все с ним хорошо. Ходит в церковь, скорее всего, по воскресеньям. То есть вот, короче, логика 3 презентаций, точнее, выглядели они так. Да. И теория божественной комедии. Да. И третье, это довольно странный рай тогда был бы, но тем не менее, Да, реально. там Мэрилин Мэнсон. Но, с другой стороны... Свой рад с Блэк Джеком и Мерлином Мэнсоном. Но, с другой стороны, ну, там есть церковь, там есть родной дом. Макдональдс. Макдональдс. Нормальный город. То есть, если пытаться... это не моя теория, но если попытаться как бы ее как-то присоединить и сказать, что да, ок, это логично, то вообще Мэрилин Мэнсон как бы стоит на паперти, ну, то есть, или там на входе, и мы знаем, что на входе в рай стоят разные преступники или люди, которые не принимают, и даже их некоторых берут. Ну, то есть, как бы они там могут... Прощают. Да, прощают и так далее. То есть, ну, в теории, да, можно, ок. Но в целом, мне кажется, что практически все более-менее гениальные вещи можно подвязать к Божественной Библии, комедии. к правилу 3, к там Отец, Сын, Святой Дух, и вот к этому ко всему. Ну да, структура-то, в принципе, универсальная у всего. Да, да, Вот, да, так да. что я согласен с тобой. Вот, дальше есть, вот есть эта теория. Она, мы отбросим. Ну мы, короче, мы их перечисляем. Да, спасибо, что ты... Вот, есть человек, который говорит, да нормальная теория, чё ты? Согласен, это теория. Нормальная теория. У тебя картинка есть? Конечно, у меня есть и картинки. Кстати, да, у меня есть еще огурцы тут тебе А от бабушки. следующая тройка игроков? Да. Ладно, ну просили картинки, я принес картинки. Вот это божественная комедия. В принципе, можно сказать, что вот эти вот пирамидки чем-то похожи на стадионы. Но, в принципе, и нет. Это теория. Мы Первая теория. Все теории оставляем. Да, первая теория с божественной комедией. Берем. Сейчас я вот сюда вот ее прифигачиваю. Все, первая Всё, теория была. первая теория есть. Вторая теория, смотри, какие классные. Это же Марти Маржелло. У меня для них есть красный тейп. И почему Маржелло тут нам важно? Во всех этих 3 презентациях как бы принципы того, как Маржелло работал, есть. Слушай, ну мне кажется, что со стороны амбициозного Kanye West было бы странно делать творчество, там, альбом вокруг одного какого-то еще другого Согласен. художника. Но я бы скорее говорил о том, что эта теория про то, что как стать вместе с ним художником. То есть мы вместе с ним прожили создание альбома. Сначала ты просто страдаешь. Ну, правда. Всем, наверное, страшно, когда есть какие-то демки или еще что-то, когда кто-то это слышит. Да. Какие-то недоделанные И вещи. твой внутренний голос еще слышит. Жесть. Абсолютно, да. То есть ты сначала страдаешь, потом надеваешь Баленсиагу, страдаешь, но красиво. Абсолютно. Ты надеваешь Баленсиагу, зовешь друзей, вы делаете, наконец, этот альбом, вы такие, да, все охеренно. Канье не останавливается на этом. Он говорит, что, типа, это не прикольный художник, который просто взял, сделал офигенный продукт, вышел, и все ему рукоплескают, мы победили, ура. Вот. А давайте я сейчас все немножечко испорчу, и тогда мы как бы почувствуем это сильнее. Ну, знаешь, типа, вот тогда мы поймем, что такое быть художником. Есть какие-то институциональные большие художники, и ты когда видишь их, ты кайфуешь, но ты понимаешь, что это большой, крутой художник. Все по плану. Да. Вот. А бывает, художник делает что-то странное, неприятное, прибивает там свои части тела к чему-нибудь. Красная площадь. Красная площадь. И ты так, это вообще не то, что я люблю.
на самом деле. Третья презентация — это про то, что, чтобы быть настоящим художником, ты должен сделать что-то, к чему люди не будут присоединяться на 100%. И в таком случае эта теория мне нравится. Есть еще третья теория, Да. про которую Давай. я смотрела видос вчера, что это как бы карьерный его путь. То есть, что вот когда первая презентация, когда он в красном, Да. это очень похоже на как раз период, когда не стала его мама, когда ушла его девушка, и там он еще репутацию потерял, потому что он прервал Тейлор Свифт, и все вокруг его ненавидели. Он выступал в красном костюме Да, перед на публикой, MTV. которая на VMA, которая жестко его хейтит в этот момент. И потом он очень на всех злится, пытается там зашипиться в Yeezus, в альбоме, который очень, как бы жестко сделан. Да. И, соответственно, вторая презентация, где он такой шипастый, как бы вот с этим вайбом. И третье, когда он наконец-то принимает себя вот таким, понимает Господа вот таким, начинает там верить. И уже даже во второй презентации, когда он во второй возносится же, да? Возносится во второй. Как бы сам это концерт. переход, типа, вот к этому Господу. И третья презентация, которая показывает вот его текущее состояние, когда вот он более-менее уже не хочет там видеть себя президентом-королем, а просто разбирается в себе как в человеке, принимая Бога. Слушай, похоже на самом деле, потому что очень много визуальных вещей прикольных, которые сочетаются с этой идеей. Обложка 808 Heartbreak, где на таком голубоватом фоне есть красное сердце, и он на голубоватом стадионе весь в красном, например. Берем. Берем теорию тоже. Это третья была. Есть ли у нас еще? Есть моя. Погнали. Короче, идея, такая, что вот есть... Ой, вот к своему дитю ты когда подошел, да? Как-то, с чего бы начать? Там так все интересно, я не могу. Есть 3 презентации. И да, моя идея в том, что это, конечно, это история того, как человек переживает смерть Донды, смерть мамы, смерть близкого человека. Первая презентация — это малыш, буквально одинокий, один, загнанный, вообще не знающий, что делать, у которого ничего нет, он же там на пустом сне. Он к этой презентации, обложку альбома, которую он показал, это обложка такая красная женщина на каком-то темно-синем фоне. Да, вон она. Да. И вообще это часть картины Луис Буржуа, художницы. Вон она. Фем называется. Да, вот типа тут она полностью, а здесь это вот кусочек. она просто распечатана, так вырезана. И ты считаешь, что это, я согласна с тобой, что это очень похоже на одну из самых древних находок человечества, вот такого Венера вот Виллендорфская. Да, и она же как кулончик сделана, да, если мне память не изменяет, что она как раз очень странная, что это одно из гениальных произведений человечества, потому что оно странное. Типа, во-первых, как бы сам силуэт, возможно, преувеличенный, а во-вторых, у нее нет головы в типичном понимании. Она в маске Марджеллы, как ты видишь. Да, потому что это кулон, это украшение, которое ты можешь надеть, и твоя голова станет продолжением этого украшения. Огонь, я не знал этого. Понимаешь? И поэтому это входит в одно из самых удивительных вообще человеческих артефактов, потому что это люди, которые не обладали тем культурным багажом, которым мы обладаем сейчас, и хотели выебнуться на фоне всего, что уже нарисовано. Это человек, который очень много тысяч лет назад жил, и такой, а сделаю-ка я ей вместо головы, типа вот так, чтобы кулон. Прикинь? То есть тогда уже вот как-то так работал мозг у человека. Мне очень нравится эта скульптура. Вообще-то можно говорить про скульптуру, которая 20 тысяч лет? Мне очень. Не, она очень крутая еще, потому что это, мне кажется, какой-то идеальный образ, знаешь, нереалистичный, как раз то, о чем ты говоришь. То есть он состоит из... То есть у нее грудь, большой живот и так далее, и она такая, типа, земля-мать. Плодородная, да, и она вся вот как раз это красота, именно богатство какого-то такого плодородия. Луис Буржуа, когда рисует в 2007 году, а это 2007 год смерти Донды, я не знаю, насколько это важно, но я себе в теории это собираю, да, записал. Она рисует эту женщину, она много женщин таких красных нарисовала, Фем называется. Большая часть творчества Луис Буржуа как раз связана тоже с потерей матери. На всякий случай. Эта обложка была временной, эта обложка, по сути, к первой презентации. Поэтому я себе это объясняю так, что очень важен образ этой самой матери,
великой матери, женщины вот, в жизни Канье Уэста. И... Ну, как еще символ рождения чего-то, вообще начало. Конечно, да-да-да. И, ну, если мы видим Канье в этом красном тату-луке, он, конечно, тоже и в каком-то смысле такой зародыш, не знаю. Ну, Да, короче, я да? подумала сказать, что типа, блин, как будто он только что рожден. Думаю, Тань, ты что, уже слишком далеко? А я вспомнила, с кем я разговариваю. Да-да-да. Слишком нормально. Извините, мы... Песни недоделанные. Тоже, как бы, вот все. Оно же какое-то все такое недоделанное, недопиленное. Погоди, первой А, презентации там Акира. Да, есть такое. Ну да. Расскажи. Слушай, ну вообще это мэчится с той теорией про творчество, потому что в далеком 2007-2008 Канье Уэст... Хорошо, ходи, пожалуйста. Канье Уэст вообще постоянно в своем творчестве, короче, вспоминает, потому что Акира — великое аниме, которое он считает просто супер важным. И в 2008 он выпускает клип Stronger, в котором вообще есть референс, ну, короче, в котором он делает, да, некий ремейк нескольких кадров. А что за Акира вообще? Это какой-то аниме-фильм? Это самый главный, ну ладно, не самый главный, но очень важный на самом деле в кинематографе мультфильм, который называется «Акира». Он 88 года. Вообще, киберпанк в аниме — огромная история, огромная тема, очень крутая. Это, наверное, пик киберпанка анимешного, потому что мы здесь видим классические примеры того, что, ну, то есть показывается супергород, показываются какие-то эксперименты над людьми, есть постоянные волнения общественные, есть банды на мотоциклах. Пока все звучит очень знакомо. Да, мы каждый день выходим просто на улицу, там это происходит. Что происходит в конце Акиры? В конце на стадионе Так. мальчик Тецуо Да, я угадаю, в красном, да, в красном плаще. Но там на самом деле есть и другой мальчик в красном, вот, так что мы не знаем. Но он становится огромным таким монстром, и сила Акиры, которая в нем есть, его уничтожает. Хера себе. Да. Из-за того, что Канье любит этот аниме, он берет визуальные отсылки туда, и там прям Да. кадры, которые вообще повторяются. Ты знаешь, на самом деле, когда я только посмотрел первую презентацию, я сразу подумал, что это вот Акира, да. Я думаю, что у него в голове так настолько сильно прописан этот код, что... Ну, Что он же случайно да, это делает. ну, он мог бы это делать не специально. Хотя нет ничего не специального. Мы же сегодня у тебя на YouTube. Ничего, все специально. Все, декодинг полный. Вообще вся презентация начинается с слов «данда», 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 «данда». Ну, типа, короче, мурашки. Danda, 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 danda. Хочешь, расскажу тебе теорию, которую ты будешь сейчас тоже почти плакать? Давай. Давай. Есть теория, что это последние удары сердца Донда. Да, хорош. Реально. Записано у нас будет? Ну, типа, что вот был, ну, как бы это как кардиограмма, да? И потом просто по ней сделали Донда, 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 Донда. Блин. И еще некоторые заметили, что в треке Donda Chant 58 раз говорится имя Донды. Именно столько лет она прожила. Но я готова разрушить эти душераздирающие теории. Мы посчитали, имя там произносится 60 раз. И история с сердцебиением тоже не подтверждена. Если честно, не очень-то похоже звучит. Самая реалистичная версия создания этого трека в том, что это просто аутейк с записи альбома. Голос записывала Силина Джонсон, с которой, кстати, Канье еще в 2004 выпустил вот этот трек. Come on, come on. And when it falls down, who you gonna call now? Now, Selena, you just like a safe belt. You saved my life. Ну и, короче, я нашла интервью, где она сама все объяснила. I opened the album with the Donda chant, which people think it's summoning the dead, but it's not. In the studio, because I flew out to San Francisco to do this work. And he told me in the studio, after I sang on a song, you know, that I thought was what I was really supposed to do, he told me that he wanted the album to have some type of healing component. And so I told him, well, you know, your mother's name is the Donda. I said that has the consonants sound repetitive like meditation.
And so I started saying Donda, Donda. I said, if you say it over and over again, it sounds like a meditative chant. So he asked me to put it down, and I did, and I sang it in all different ways, you know, because that's what you're supposed to do. And I had no idea that he was going to use it the way that he did. So it wasn't something that was demonic. It was an ode to his mother. It just let me know that he misses his mama. И потом он, значит, соответственно... Малыш уходит в свою комнату детскую. Господи, боже мой, там чулан с шипами какими-то. Да, и начинает расти. Юный, несформированный человек, который в абсолютном отчаянии, да. И во второй презентации он решает мстить миру, потому что мир был несправедлив. И потому что, на самом деле, опять же, если мы смотрим на такой рост, да, человека, то есть это вот момент, вырастает эго, не знаю, это такой реально, может быть, даже тинейджер, это, ну, все, сейчас будет крышка этому миру. И что он делает, я называю это, ну, я называю этот период, эту презентацию гневом. Он реально собирает свою армию, он тренируется, он хорошо высыпается. Потому что мама говорила хорошо высыпаться. Вот. Ну, короче, это прям торжество эго и торжество А ты думаешь, что битвы. это именно месть и гнев? Это не может быть просто попыткой сделать себя сильнее, чтобы справиться? Может быть, безусловно. Но знаешь, когда есть такой шипастый чувак, который тренируется, ну, то есть, конечно, ты сделаешь себя сильнее, но ты же готовишься к какой-то битве, наверное, да? Что это за битва такая? Ну, я пацифист, чтобы тебя не обидели, ты такой просто... Если мэчить это с той теорией, которую ты раньше обсуждала, про его путь, карьерный, то это, конечно, Isis. Да. Когда такой, типа, ну все, сейчас я вам всем покажу. Но это не только Isis, конечно, это My Beautiful Dark Twisted Fantasy, и это Isis. Вот. Да. То есть это моменты полного триумфа. И на самом деле в его жизни, когда он делал My Beautiful Dark Twisted Fantasy, он уехал, он сделал прямо такую резиденцию, куда приезжало просто десятки продюсеров, и они бесконечно работали. И говорили о том, что это очень крутая была резиденция. То есть они, правда, очень много работали, и это было место, где, ну, прям подпитывались люди, обсуждали творчество и так далее. И, конечно, это очень похоже на художественную какую-то практику, скорее, чем на просто создание музыки. Ну, это я так просто... Ну, как TikTok House. Это абсолютно, да, TikTok House, Kanye West. Третья презентация самая сложная, конечно же. И третья презентация про, во-первых, депрессию, а во-вторых, про принятие. Ну, про депрессию, потому что это очень вообще такое мрачное место, которое мы видим в презентации. Да. То есть это холм насыпанный, на нем дом стоит. Это какая-то песня Цоя. Ездят черные машины, какая-то прям как будто бы это какой-то сейчас будет погребение или еще что-нибудь такое. Ну, то есть вообще очень мрачное пространство, но при этом мы видим его, ну, то есть он все это, он работает довольно мощно, он взрослый, во-первых, в этой третьей презентации. То есть если там он был, правда, сначала малышом, потом на самом деле таким очень крутым подростком, да, выпендрежным, то здесь он взрослый чувак, у которого есть дом. И жена. Да, и жена, и который общается с какими-то людьми. И в смысле, эти люди разные, на самом деле. Ну, в том смысле, что у него реально на этом крыльце стоит Мэрилин Мэнсон. И если мы посмотрим на взрослых людей и на себя, на самом деле, на зрелых людей, мы знаем, что мы не так уж и чисты и идеальны, как во второй презентации. Когда мы подростки, мы хотим быть идеальными, все прыщи замазаны, все круто. Но когда ты взрослый, ты знаешь уже, ну, как так бы, не бывает. Себя не обмануть, может, других, но я точно знаю, что у меня есть такое. Вот. И, ну, я вижу это вообще метафора себя, то есть, потому что он же супер наполнен, я имею в виду его творчество, и он сам постоянно говорит о каких-то христианских символах, и в этом смысле, там, условно, церковь и дом, это, конечно, может быть абсолютно метафорой тебя лично, ну, как бы, вот того, кто ты. Ну, тебя тоже. Это циклорама. Ну, ты понимаешь, короче, да, что это же про него, это все он. И в данном случае все он — это вот такая вот сложная очень конструкция, в которой всякое бывает. И которая, на самом деле, почему это круто? Потому что про принятие. Потому что он говорит, смотрите, я такой. Я такой, я такой. У меня вот как бы есть моя часть, которая Мэрилин Мэнсон, и ты ничего с этим не сделаешь. А есть моя часть, которая будет вас раздражать, ничего с этим не сделать. Вот. И люди не очень вдупляют. Это нормально. Ну, в смысле, типа, для этого и сделано. Потому что люди хотят красиво, идеально.
А там были какие-нибудь визуальные прикольные штучки, которые ты... Там много было. Знаешь, на самом деле главное, наверное, из того, что я забыл сказать, на церковь была направлена камера, Ага. и камера показывала на экране большом такой breaking news. А, да. И breaking news был постоянно менялись библейские стихи, номера библейских стихов. То есть мы смотрим на Мэрилина Мэнсона, DaBaby, Канье Уэста, которые на крыльце тусуются, с таким, знаешь, с прожектором, как будто с вертолета снимают полицейские. Ага. И постоянно меняем стихи, которые говорят там, ну, понятно, что стихи про то, как вообще относиться к людям и всякое такое. Типа, прости, прими. Да, прости, прими. Вот. Ну и, собственно, что происходит дальше, да? Почему мы про принятие? Потому что дальше происходит очень странная вещь. Ну, во-первых, он улетает в небо. Опять. Улетаю. Не. Простите, невозможно. Дом стоит, мы не спели. Да. Ну ладно, Мы ничего, потом. держались. И потом он встречает Ким Кардашьян в свадебном платье, снимает маску и улыбается. И есть несколько вариантов, что это значит. На самом деле, ну, как бы, самое простое, что действительно он обретает новую семью, ну, в смысле, в этой истории. То есть это же не история прямо вот сейчас, потому что люди такие, о, они снова с кем вместе. И это тоже нормально, потому что когда ты это видишь, это очень сильный символ. Ты не можешь поверить, что это просто играют. Ну, я-то могу. У меня другой бэкграунд, я могу. Да, скорее всего, это просто Ну игра. что, она просто приехала ему на работе помочь. Да просто нормально, ну, в смысле, они нормальные, ну, да, договорились там. Есть версия, что это тоже метафора, потому что вообще в определенных конфессиях, ну, короче, в определенных христианских направлениях невеста — это церковь. И он приходит в церковь, ну, и приходит к миру, и как бы все, и снимает маску, и становится собой. Он находит новую семью, он находит новую любовь, и он, наконец-то, сепарируется от своей великой матери, наконец-то он принимает то, что она умерла, и то, что это просто так было, и Ну бывает. и так вот его эта любовь, короче, спасает. Да. А еще ты говорил, что там был Хёрст, вот этот вот голубь. Да. Что он там делал? Блин, А- Хёрст, конечно, супер странный художник. Да. У меня недавно подруга снимала видео про значение его работ. Круто. Я ставлю тоже здесь ссылку, чтобы не углубляться сейчас в Хёрста, потому что он, конечно, очень... Ну, короче, это голубь в формальдегиде. Да. И это как бы работа. И она называется, если не ошибаюсь, Unfinished Truth. Незаконченная правда. Чё, Ну, слушай, на самом деле я не фанат Дэмина Хёрста, но это вообще откуда появилась эта работа для начала? Да. Типа то, что делает Канье, и тоже то, что кажется интересным. Это что не первый раз перед выходом альбома он начинает закидывать в свои соцсети, раньше в Твиттер, сейчас в Инстаграм, разные клюз, ну типа какие-то штучки. Такие зацепочки. Зацепочки, да. И можно себе представить, ну как бы понятно, что есть разные подходы. Можно сказать, что он просто кайфует и решает выложить какие-то картинки. Как Бритни Спирс. Как Бритни Спирс. Просто такая роза. Вот. А есть версия, что это тоже часть некой художественной, ну, как бы часть перформанса, по сути. Это вот просто он этого года выкладывал чисто в Инстаграм. Чисто в Инстаграм, даже потом удалил. Он все время там что-нибудь удаляет, все такое. Но вообще с этим голубем довольно прикольно, потому что голубь, мы знаем, что это классический символ Святого Духа и вообще такой веры, да, и вдруг он в формальдегиде, этот голубь. У меня была идея сначала, что это вообще довольно самоироничный символ, потому что ты показываешь веру, но когда ты ее показываешь, она уже не настоящая сразу. Ну, да. Но прикольнее думать про то, что вообще это и есть правда. То есть правда как раз в этой двойственности. В смысле не того, что голубь взлетел и все хорошо. Что на самом деле вокруг этого что... еще есть определенный формальдегид, и да, это все сделано человеком. Да. И, ну, и и в что, рамочке. как бы, что все очень не так идеально, неоднозначно. не утопично. Типа, Да. как И это может прикольно. То есть вот, потому что, по сути, конечно, третья презентация, она про эту неидеальность во всем. И в вере тоже. Ну, потому что у тебя есть вера, и у тебя есть... В Библии написано «принимай всех грешников».
Но ты ставишь Мерлина Мэнсона, и никто не хочет принимать Вообще Мерлина никто Мэнсона. не хочет его принимать. Я просто подписано много, типа, Да. инстаграмов каких-то англоязычных, и там все, типа, Diet Prada, Да. такие, они прям на серьезных Да. совершенно щах, типа, ты шутишь. Но я как бы понимаю, cancel culture не позволяет такие вещи делать уже. В этом хитрость Канье странная. То есть, в смысле, в этом странность Канье, потому что его не канцелят. Если, опять же, возвращаться к той теории, связанной с творчеством, то третья презентация, она про года 2018, когда он встретился с Трампом, Трамп, да. показывал ему разные штучки на телефоне, смотрите, я делаю это, то. И Я вот еще в 17 лет нарисовала чувака с 4 глазами. 15 тысяч долларов всего. Вот. Трамп Тауэр ждет. И его не заканцелили. Ему сказали, типа, наш брат, он странный. Да слушай, его каждый раз пытаются же, и после Тейлора его пытались канцелить, и после Трампа, и после... И даже и сейчас с Мэнсоном его пытаются канцелить. Ему как будто Да. все равно. Ну, видишь, как-то у него выходит, и там есть, опять же, в этом альбоме Донда говорит, типа, why Kanye ain't scared? Типа, почему он не боится? Ну, наверное, это как раз и часть воспитания, и часть вообще представления о том, как ты можешь, как художник, говорить. Настоящий художник может сказать что-то, что не примут люди. Пау. Давай начнем с того, что обложка черная. Чёрная. Это Это временно, он просто забил. Просто... не подгрузилось. На самом деле, если не послушать альбом, то кажется, лень человеку было. Или, может быть, черный квадрат. А может быть, черный квадрат. Может быть, но С я... Казимиром Малевичем у него не было там в Твиттере, он ничего не писал. Блин, обожаю. Не, слушай, не писал. Ну, мне очень нравится, что у тебя можно спросить, писал ли Канье Уэст в Твиттере, у тебя прям полностью этот инфопоток такой. Нет, про Малевича не писал. Нет, не было. Йозеф Войс, Мураками. Это довольно странно, но, правда, презентации все очень про потерю Донды, а сам альбом, хотя там постоянно появляется Донда, он скорее про жизнь черного комьюнити в США. Там есть 9-минутная песня, которая называется «Jesus Lord», где Канье Уэст, это просто буквально реально поэма, рассказывает такое колесо сансары темнокожей бедной семьи, где, знаешь, там типа, ну, отец выходит из тюрьмы, там, потом, не знаю, вырастает ребенок, потом ребенок тоже попадает там, в перестрелку и так далее. Поэтому, если ты меня спрашиваешь, почему обложка черная, Я спрашиваю. то обложка черная, потому что она это квинтэссенция такого рассказа о Черной Америке. Там есть, например, песня Pop Smoke, Да. без Канье. Он просто вставил песню Pop Smoke. Почему нет? Блин. Он так не первый раз делает это себе. Ты знаешь, что он просто типа такой... Ну, Он же продюсер, типа, ну ему да, так типа, можно, что я видимо. вставил. Да, он типа этот музыкант. Не, ну да, он продюсер, короче, художник. А кто-то еще так делает вообще? Ты типа, не знаю, Скриптонит выпускает альбом, и там просто песня LJ. Ну, я не знаю, никто так не делает, конечно. И он поет там... DJ Khaled. А, так вот кто делает. делает. Ну, он просто не вставляет Но свои он песни. вообще не вставляет свои песни, да? Он вставляет DJ Khaled. А дальше идет песня. Короче, песня называется We Made It. Мы сделали, где рассказывается о том, что вот раньше мы в Макдональдсе кушали, а теперь-то в Пушкине. Понимаешь? Вот. Я просто понял, как Пушкин выглядит. Проблема Уж лучше Макдональдс. этой не проблема, точнее, а то, как я себе это описываю, что вообще Pop Smoke убит. Ну, в смысле, он мертв. Вау. Об этом я, кстати, сейчас не подумал. И песня называется We Made It. Мы сделали это, мы стали богатыми, мы стали успешными, у нас все получилось. Ну, типа, ничего он не недавно получилось. же его не стало, да? Недавно, да. И он, типа, записал это до этого. Ну да, у него много выходит всего, но просто вот есть песня, которую Канье Уэст вставляет в свой альбом Донда про чувака, который такой, да, мы сделали это, мы крутые. Но он мертв, у него ничего нет. Он не смог. Ну, в смысле, такая жизнь, что ты супербогатый чел, которого застрелили в доме, который ты снимал в Лос-Анджелесе. Грабители в масках. Вот про We Made It. Есть песня у Beyoncé и Jay-Z, которая Ape Shit. Так. Can't believe we Да. made it.
То же самый посыл, Да. они в Лувре, мы это сделали, у нас все классно получилось. Но они не умерли. Они не умерли, и та история, которую ты мне сейчас рассказал, во-первых, меня больше потрясает, во-вторых, она как будто больше отражает, как на самом деле есть, потому что Бейонсе и Джей Зи это только Бейонсе и Джей Зи, а чуваков, которые разбогатели, которые казались, что вот сейчас, вот сейчас, и в итоге у них, даже если они остались живы, но потеряли то, что приобрели, их гораздо больше, чем двух Бейонсе и Джей Зи, и как будто трушности в этом больше. Случайно никто песню Pop Smoke на свой альбом не поставит. То есть можно себе представить, что ты сделаешь историю про Лувр и то, как вы все добились, и это будет просто частью твоей, ну, ты постоянно это делаешь, как бы. Но вот какие-то такие странные вещи ты случайно не делаешь, значит, они важны. Он заставляет тебя вот прямо что-то чувствовать, потому что когда я слушала Jesus is King, я много прям чувствовала. Да. Ну, то есть ты просто слушаешь, и ты аудиально очень много всего переживаешь. А здесь есть аудиально вот что ты прям чувствуешь? Или нужно именно текст читать и пытаться разобраться, зачем это все? Слушай, мне кажется, что этот альбом похож на The Life of Pablo. Многие говорят об этом. А The Life of Pablo это же вообще был набор скетчей, и он как бы музыкально не особо зашел. Я очень много сейчас читаю сторис у ребят, что типа я послушал, ну норм. Или Ну, это затянутое ожидание, когда все уже ждали чего-то, ну, вообще невероятного. блин, мне очень сложно в этой части говорить. Я думаю, что это не альбом хитов. Там есть типа 3 или 4 прям бенгера. Ну, Hurricanes, Weekend с Трэвисом Скоттом. Я забыл как. Off the Grid, кажется, называется. Ага. Ну, еще там несколько. Но как будто, вот когда я тебе рассказываю, мне хочется больше сказать про 9-минутную песню, которая никогда не станет хитом. Да. Ну, Да. как будто просто ему реально захотелось очень сильно поразмышлять и, ну, какие-то вот... Ну, ты знаешь, мне кажется, концептуальные альбомы редко становятся альбомами, которые взрывают... Мейнстрим. Да, мейнстримными. А это highly conceptual, типа вообще, ну, учитывая, что вот это все еще мы обсуждаем. Он очень круто сделан музыкально, правда. Резюмируя, Pitchfork оценил его ниже, чем альбом Свинки Пеппы. Да. Как ты мне сейчас прислал, поэтому... 6. Я не знаю, надо пойти сжечь, мне кажется, Pitchfork. Мне знаешь, что понравилось? Что ты сказал, что он обещал после чего-то, что он не будет больше материться. После Да. Jesus is Ну, King? на Jesus is King, да, когда он сказал, что все, я супер христианин и все такое, мы больше не материмся. И в этом альбоме реально нет... Ни одного swear word. Они запиканы? Они замьючены. То есть Pop Smoke поет we made it, we made it. Вместо чего? Вместо N-word. N-word тоже нельзя говорить теперь. В смысле, у Кани. Кани не говорит N-word на своем альбоме. Да. Мысль про N-word, что его давно уже нельзя говорить белым людям, но при этом темнокожие, хип-хоп особенно артисты, постоянно это слово эксплуатируют. И типа вопрос, почему? Если вы не хотите, чтобы вас так называли, зачем вы продолжаете сами это говорить? И мне кажется, что это попытка забрать это слово себе, типа... Да. To own the word. Это, собственно, в английском они так это и формулируют, типа to appropriate it. Короче, это наше слово, мы его у вас забираем как конструкт, вы больше вообще не можете его произносить, оно только наше, мы сами им распоряжаемся. Ну, да. И я как раз всем говорила, еще там типа лет 5 назад, что, чуваки, дайте время, это очень недолго продолжается, когда это слово будет их, они сами захотят и смогут, и будут иметь возможность его уничтожить. Я сейчас впервые слышу, что в культуре кто-то уже начал этот процесс, и темнокожий хип-хоп артист на своем альбоме, который ему принадлежит, это слово убирает. Это вообще офигенно, да. Мне кажется, что это реально... Вот, короче, это, мне кажется, очень важно. Может быть, как раз это отпечаток сегодняшнего этапа развития музыки в том смысле, что ты можешь сделать музыку, и все такие, окей, музыки очень много, и сейчас одной песни недостаточно для того, чтобы создать событие, поэтому артист может, никому ничего не должен, создавать события вокруг и вовлекать зрителей в то, что происходит, потому что сейчас как раз век соцсетей, когда ты видишь в сторис, как артист просыпается и идет записывать свой альбом, и мы сегодня снимаем видео, и я выкладываю сторис, как мы с тобой привешиваем декорации, как будто зритель уже эту 4-ю стену пробил, и он находится вместе с тобой в потоке создания чего-то,
И это прям квинтэссенция этого. Ну, типа, вот вы весь мой путь сейчас будете со мной идти, хотите вы этого или нет. Вы тоже хотите, чтобы побыстрее все закончилось. И я тоже хочу, чтобы побыстрее закончилось. Но так не работает. Мы, типа, должны с вами это закончить. Как будто интересно, насколько это в итоге индустрию изменит, потому что мне кажется, что очень многие сейчас артисты меньшие в разных странах будут делать какие-нибудь презентации лайвовые, попробовать стримить запись альбома, как он происходит, вот как есть, ну вот какие-то такие вот штуки. Мне кажется, сейчас вот в этом смысле он поменяет индустрию в плане маркетинговом даже больше. Я думаю, да. И мне еще в этом контексте очень понравилась вещь, которую он выпустил в продажу, вот этот вот пульт, который ты можешь купить, и туда загружено несколько... Да, здесь, скорее всего, он где-то распечатан. Ну, если что, он У нас нет настоящего пульта, у нас есть распечатка. Мы сделали, знаешь, что такое? 3D-модель. В которой, насколько я понимаю, загружены звуковые дорожки, отдельно голос, отдельно низких частот, там, высоких или каких-то конкретных инструментов, и ты можешь управлять им, соответственно, меняя звучание песни, убавлять голос, прибавлять голос, уводить какие-то инструменты, и это очень круто может звучать в твоих руках, то есть ты становишься автором этого вообще всего. Мне кажется, что это вообще супер интересная штука. Вообще она была и раньше, ну то есть это по сути такой, как я понимаю, сэмплер. И что он сделал? Он сказал, что любой слушатель теперь будет, если захочет, немножко музыкант. Круто. Круто. И оказывается, самое главное про этот плеер Kanye West сказал в интервью еще в 2019 году. It's not a desire, it's my only mission and calling, is to spread the gospel. When I make a song, it's to spread the gospel. When we make a device, this portable stem player that we designed with Teenage Engineering for this album and albums moving forward, is to spread the gospel. Это же получается, что это как бы каждый создает свою молитву. Получается, это был декодинг альбома Kanye West Donda и все, что с ним связано. Пишите в комментариях то, что вам еще пришло в голову или вы разглядели в этих презентациях сами. Очень интересно обсудить это теперь с вами. Мы сейчас с Даней, конечно, с ужасом понимаем, что это прикольный формат, который можно было бы продолжать дальше. Поэтому, собственно, ставьте лайки, если вам это понравилось. Дайте знать, как вам, и продолжать ли нам. И если продолжать, то про что. Короче, все, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами были мы. Пока. Все, я...